Итак, Польша была внутриевропейской колонией. Западные страны использовали ее как свой аграрно-сырьевой придаток. Однако сама Польша ничем не уступала западным империалистам. В то время как Запад грабил Польшу, Польша грабила Восток. На оккупированных территориях Западной Белоруссии и Западной Украины польские империалисты проводили политику открытого грабежа, террора и этноцида местного населения. Так называемая полонизация белорусов и украинцев означала политику уничтожения национального самосознания этих народов. Jakie opowieści szerzy o nas Moskwa? Co właściwie zarzucają Rosjanie Polakom? Posłuchajmy jednego z programów. Практически вся Польша ненавидит Россию и русских. Niestety głośno musi być wyciszony, bo inaczej nie mogę zacytować. Ale czytajcie napisy. Процент подрос. Rosyjska propaganda historyczna prowadzi do wypaczenia wizerunku Polaka jako nienawistnego głupka. Ale nie zatrzymuje się w tym miejscu. Według Rosjan Polacy są po prostu głupi. A żeby to udowodnić, Moskwa stworzyła alternatywną wersję historii, której naucza w szkołach. Jednak o tym za moment. Patronem odcinka jest Surfshark. Odblokowuje content na YouTube, Facebook. Odblokowuje Netflixa z różnych krajów. Rozwiązuje problemy z dostępem do różnych platform streamingowych. Nie ograniczaj swojej rozrywki. Wykorzystuj połączenia z wiarygodnych dla Ciebie miejsc na ziemi. Unikaj cenzury. Prywatna sieć VPN oferuje bezpieczeństwo, ochronę tożsamości w necie, zmianę adresu IP i bezpieczne przeglądanie. Chroni przed śledzeniem. Chroni też przed atakami phishingowymi. Nie daj się. Link do 3 miesięcy za darmo i 87% zniżki. Kod w komentarzu. Konkurs, który będzie miał 3 zwycięzców. Autentyczna naszywka Legionu Ukrainy. Po prostu skomentuj, dlaczego podoba Ci się ten film. A teraz zadajmy sobie pytanie, jak Rosja uczy historii Polski? Kiedy Polska samotnie broni się przed agresją niemiecką, 17 września dodatkowo dostaje cios w plecy. Atakowana od zachodu i teraz wschodu, nie ma żadnych szans. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, nie tylko od bomby. Według Moskwy Polacy cios w plecy wyssali z palca. Польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами и находилось где-то в районе румынской границы. Tchórzliwi Polacy mieli uciec. Это польское мигрантское правительство, которое не представляло никого и которое бросило свою страну и свою армию на произвол судьбы. ZSRR nie chciał wcale wkraczać. Советское правительство до последнего не хотело входить на территорию Польши. Ale musiał. Можем бросить на произвол судьбы братский украинский и белорусский народ, который живет на восточной территории Польши. И мы, Красная Армия, готовы выступить на защиту братских народов Белоруссии и Украины. Wojny nawet nie było. Polacy uciekli, a ZSRR wkroczył ratować przed Niemcami. То Красная Армия зашла туда только после того, как эти территории были заняты немецкими войсками. Там вообще Красная Армия не воевала ни с кем, с поляками не воевали. Według Moskwy szczęście, radość, dobrobyt nadeszły ze wschodu. Сначала на первых порах не встречали просто как спасителей.
Radziecka dobroć serca była tak wielka, że w Tarnopolu dziękowali im nawet Polacy. Польскую администрацию в Тарнополе приветствовал тоже советские войска как освободители. Stalin był wyrozumiały. Nie tak jak Polacy na wschodzie. Все это было пустым звуком для польских правящих классов. Ни собственную конституцию, ни Рижский договор они не соблюдали. Польша для поляков – таков был лозунг польских властей. В программу окончательного решения восточнославянского вопроса входило разрушение промышленности на оккупированных территориях, разграбление природных богатств, этнические погромы, непомерные налоги, уничтожение культуры белорусского и украинского народов, гонения на православную церковь. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Гитлер и правительство Польши стали разрабатывать планы совместного похода на Украину. Według Moskwy Polska była sojusznikiem III Rzeszy. У польской элиты вообще была очень странная внешнеполитическая позиция. Они почему-то считали, что Германия – это их военный стратегический союзник. Polskie i Niemcy według Moskwy zawsze łączył sojusz. Надо было быть, я не знаю кем, чтобы не помнить историю и не помнить, какие отношения всегда были у Германии к Польше. Nie przeszkadza to Rosji być dumnej z rozbiorów dokonanych o dziwo w agresywnym sojuszu z Niemcami, Prusami i Austrią. Российская империя поделила Польшу, причем не один раз, а целых 3. Поделила ее с Англией, поделила ее с Пруссией и Австрией. И он поделила, да. Так сказать, 3 больших сильных хищника сожрали маленького, слабого и глупого. Ta głupia Polska nagle jest potężnym prześladowcą Rosji. Поляки в течение 20 лет вели достаточно враждебную политику по отношению к Советскому Союзу. Но и Советский Союз имел основания опасаться империалистической агрессии Польши. W tym kontekście pakt Ribbentrop-Mołotow jest obroną, nie atakiem. Aktem obronnym wobec agresji z rąk Polaków. Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс создать антигитлеровскую коалицию. Вел переговоры с военными представителями Франции и Великобритании. И тем самым пытался предотвратить начало Второй мировой войны. Но практически остался один в изоляции. Ta arogancka i czyhająca na ZSRR Polska osaczyła samotnego Stalina. Главным препятствием для заключения антигитлеровского союза стала позиция Польши. Чтобы обеспечить ее защиту в случае войны, советская сторона предложила пропустить Красную армию через польскую территорию к германской границе. Но поляки вновь отказали. Bezradna Moskwa poległa przez rusofobię. Но в основе всего, что я сейчас показал, безусловно, лежит такая патологическая русофобия. Это, кстати, понимали и в европейских столицах. ZSRR jeszcze wyciągał rękę. Polska. Западные дипломаты готовы пойти на это. Они связываются с Варшавой и требуют, чтобы правительство Польши пропустило советские войска. Польша отвечает в надменно-шляхетской манере, что мы не допустим, чтобы какой-нибудь солдат Красной Армии топтал землю Польши. Polska mąci. Jest w sojuszu z Hitlerem. Ponoć dowodzi to pakt o niestosowaniu przemocy z 1934. Co z takim samym paktem, który podpisała z ZSRR? Еще в 1934 году Польша, первая из европейских стран, подписала с Гитлером договор о неприменении сил. В день заключения Мюнхенского соглашения при поддержке немцев польская армия оккупировала Тишинскую область Чехословакии, Польская республика. В разделе Чехословакии активное участие приняла и независимая Польская республика. Oczywiście Czechosłowacja nigdy nie dokonuje agresji w 1919. Spór zaczyna się dopiero w 1938 przez Polskę. Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи. W tym świetle Polska
W zasadzie jest współwinna II wojny światowej. Иоахим Риббентроп выразил позицию Германии, которая, дальше цитата, будет исходить из того, чтобы рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши. Фюрер говорит, дальнейшим вопросом, в котором у Германии и Польши есть совместные интересы, является еврейская проблема. Что же ответил на это польский представитель? И что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение. Что если это произойдет, мы поставим ему, Гитлеру, прекрасный памятник в Warszawie. Jak widać, prywatna notatka decyduje o całej polityce kraju. Mimo to sojusz z Hitlerem upadł. Но когда Гитлер стал уже договариваться окончательно с поляками, то он потребовал, чтобы Польша согласилась на передачу Данцига. Поляки наотрез отказались. Тогда Гитлер потребовал еще создания экстерриториальной дороги между основной частью Германии и Восточной Пруссии. Поляки на это тоже не пошли. Тогда Гитлер стал готовить нападение на Польшу. То есть бывший друг стал противником. Tak, wkroczenie ZSRR 17 września natomiast widzą Niemcy. Am 18. Tage des Feldzuges treffen sich die deutschen Truppen mit den inzwischen von Osten in Polen einrückenden russischen Formationen. Jak realizację układu. Polska, sojusznik Hitlera. Moskwa. Samotnych, cierpiących ratuje. Польское правительство не проявляет признаков жизни. Оно уже не контролирует Польшу. И в этих условиях мы не можем бросить на произвол судьбы братский украинский и белорусский народ. I tak Moskwa wkroczyła, by ratować wschodnią Polskę przed Niemcami. Ну что должен был делать Советский Союз в этой ситуации? Дать немцам оккупировать Западную Белоруссию и Западную Украину? Na szczęście Moskwa szybko ratuje też kraje bałtyckie. Наши войска в это время в середине июня с оркестрами, с пением тачанки-ростовчанки и катюши входили в эти республики и встречали на ура. Потому что к этому времени население Эстонии, Латвии и Литвы узнало, что творится в Польше. A Niemcy dawnemu sojusznikowi wymierzali karę za prześladowanie mniejszości. А в Польше творился страх и ужас, потому что Гитлер мстил полякам за то, что они вот в эти пару недель довольно жестко действовали в отношении немецких меньшинств. I tak Polacy prześladowali nie tylko Słowian, ale i Niemców. A Ribbentrop-Mołotow to wymysł. Сталин передал Литве ее древнюю столицу, город Вильнюс, захваченный Польшей в 1920 году и отошедший к СССР в сентябре 1939 года. Moskwa przekazała Wilno Litwie. To był dowód, że Ribbentrop-Mołotow to mit. Он показывает всю лживость, всю надуманность, всю искусственность этого пропагандистского мифа в отношении страшного, ужасного пакта Молотова-Риббентропа. Wymordowanie Polaków w Katyniu to też pseudonaukowy mit. Но я еще раз хочу сказать, что вся эта вот катынская трагедия, слово «трагедия» я беру в кавычки, она никакого отношения к истории, как к науке не имеет. Это политический заказ. Это специально сделано, чтобы было, знаете, созвучие. Хатынь, Катынь, ну и т.д. и т.п. Поставить Гитлера и Сталина на одну доску. Все в общую копилку, понимаете? Я считаю, что вина за этот расстрел целиком и полностью лежит на гитлеровских оккупантах. Но при этом я не отрицаю того факта, что какая-то часть польских офицеров, то есть офицеров польской армии и жандармерии, они действительно были расстреляны за какие-то преступления. Katyń to zmowa, a Polacy są po prostu odwiecznie rusofobiczni. Вот и сегодня мы видим еще, и могилы оскверняют тех людей, которые побеждали в войне. Жизни свои клали в Европе, в том числе освобождая эти страны от нацизма. Теперь их памятники сносят. В том числе для того, чтобы не всплыли вот эти вот факты
фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран тогда европейских. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego.